Привет, привет! Меня зовут Анастасия. Рада вас всех видеть на своем канале. Госшколы Турции начинаются в этом году, по крайней мере, с 12 сентября, вот в понедельник. А в каждый год дата меняется. Например, в том году мы начинали школу 20 сентября. И в конце августа нужно обязательно сходить узнать, какой будет список того, что нужно купить в школу. И какого числа начинается школа и что с собой нужно брать. Список в начальной школе Иль-Кукул значительно отличается от средней школы и так далее. В начальной школе список очень большой. Там и краски, и карандаши, и вообще все, что вы только придумаете, всю канцелярию можно сразу вытащить в начальную школу. И пластилин. Пластилин, кстати, советский, наши в Турции вы не найдете. Здесь совершенно другой. А уже в средней школе, вот моя дочка идет в 5 класс, там, конечно, особого списка нету. Нам только сказали пару тетрадей купить, и все. В конце августа вот начинают выставлять вот такие отдельные стенды, только с вещами, которые нужно в школу. В Аюсбире, в Биме можно найти все, что угодно. В Шоке. Также есть в Киртасе, это канцелярский магазин. Но там обычно дороже, чем вот в этих магазинах. Поэтому пока это не закончилось, мы начинаем здесь покупать. А заканчивается оно примерно где-то через месяц. Так как у нас 5 класс, у нас, в принципе, особо списка нету, только что тетради. Тетради они просят покупать вот такие. По 60, по 80 страниц А4. Пользуются они только карандашом простым. И по окончании начальной школы, по окончании 4 класса у них идет полноценный выпускной. В описании под видео оставлю ссылочку, посмотрите наш выпускной на набережной. Здесь вообще такого не принято, не дарить цветы, не поздравлять учителей. Да, у нас в начальной школе сами материнский комитет что-то там организовывает, что-то там собирает, но я лично дочке никогда ничего не сдавала. Это для меня принципиально. Еще есть в турецких школах такая особенность. Здесь не пишут ручкой, здесь работают только простым карандашом. Это не потому, что дети какие-то там неаккуратные, или нужно постоянно исправлять, потом невозможно исправлять ошибки, а чисто с психологической точки зрения, что дети, совершив ошибку, могут тут же ее исправить без истерик, без слез, без скандалов, без какой-либо травмы. Школы здесь отличаются друг от друга не по номерам, как у нас, а по названию. Каждая государственная школа имеет свое название. Форма в госшколах абсолютно отличается. Например, в начальной школе у нас была голубая рубашка и синие шорты, юбка. В этом году мы пошли в среднюю школу, у нас уже белая майка и опять же синие брюки, шорты. От каждой школы есть свой магазин, там, где вы можете приобрести свою форму. Этот магазин большой как склад, у них каких только цветов, какой только формы, в общем, нет. Хотела вам снять видео, но меня оттуда поперли, сказали, мы видео не разрешаем вам снимать. В турецких школах книги выдают абсолютно бесплатно, и они абсолютно новые. Но когда заканчивается учебный год, вы все эти книжки сдаете обратно в школу. Они будут делать geri dönüş. Geri dönüş – это обратная переработка. Здесь абсолютно не принято, как у нас, на 1 сентября идти с большим букетом цветов, с какими-то пакетами, с какими-то подарочками. Здесь абсолютно такого нет. Если вы увидите ребенка с цветами, это значит кто-то из наших иностранцев, потому что у местных абсолютно такого нет. Даже в школе, когда делают какой-то денежный сбор для помощи школе, для каких-то школьных нужд,
они никого не обязуют. Если у вас есть возможность, вы сдаете. Если нет возможности, вас никто не будет ущемлять или ваш ребенок будет изгоем ходить. Здесь абсолютно такого нет. Лично я в начальной школе никогда ничего не сдавала на нужды школы. Мне муж объяснил, что здесь госшколы на полном обеспечении государства, они в особом ремонте или в чем-то еще за счет школы, она не нуждается, и все спонсирует государство. Мой ребенок абсолютно не был никаким изгоем, и его особенное отношение какое-то тоже к нему не было. Но если вы хотите сдавать, вам дают банковский номер, в каждой школе есть банковский счет свой, вы идете туда и официально платите такую-то такую сумму, которую вам скажут. Еще есть такая особенность в турецкой школе, например, мы переходим в 5 класс, нам дали список предметов, из которых мы должны были выбрать, например, из 10 5 нужно было выбрать то, что нам интересно, то, что хотели бы мы изучать. Кстати, еще что я вам хотела сказать. У нас и вообще, в принципе, во всей Турции есть летняя школа мечети. Если вы туда летом отдадите ребенка, вам это очень-очень пригодится. Почему я это говорю? У меня у дочки был такой предмет дин культур. Это о мусульманстве, в общем. Что-то в этом роде, точно не могу сказать. И она у меня за счет того, что ходила в летнюю школу, она у меня потом этот предмет сдавала на 98, на 99, 100 баллов. Так что отдавайте своих деток, плохому там не научат. Наши мамашки почему-то принципиально не отдают, либо на этот предмет не отдают, либо в школу мечети не водят. Это, конечно, выбор каждого, но так как ваши дети растут и живут в этой культуре, в турецкой, большинство здесь, конечно, мусульман, поэтому я в этом ничего плохого не вижу. И если ребенок будет больше знать о том, в чем варится, для меня это, наоборот, плюс. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь и обязательно поставьте лайк.